Всем привет, с вами снова интерсекс-активистка Ирина Куземко. Вы можете помнить, что в предыдущем видео я говорила о том, что права интерсекс-людей нарушаются по всему миру. В этом видео мы с вами поговорим о том, как. Стандартной медицинской практикой обращения с интерсекс-детьми в большинстве стран мира являются калечащие и ненужные с медицинской точки зрения нормализующие операции на интерсекс-детях. Эти операции проводятся с целью сделать тело ребенка максимально похожим на типичное мужское или женское. Как я говорила в прошлом видео, большинство интерсекс-вариаций не несут риска для здоровья. То есть представьте ситуацию. Рождается абсолютно здоровый ребенок, который внешне или внутренне чем-то отличается от типичного мальчика или девочки. Вместо того, чтобы оставить ребенка в покое, врачи решают, что нет, надо срочно оперировать, надо что-то делать, нельзя это так оставить. Эти часто косметические операции делаются по социальным причинам, не из-за медицинской необходимости. Ой, не может девочка быть с таким большим клитором. Ой, не могут у девочки быть не опустившиеся яички. Ой, не может у мальчика быть такой маленький пенис, давайте сделаем из него девочку. К подобным вмешательствам относятся удаление или уменьшение клитора, вагинопластика, удаление половых желез, гормональная терапия и прочие вмешательства. Подобные операции часто несут много негативных последствий для здоровья, и люди потом всю жизнь живут с потерей чувствительности, болями, бесплодием, проблемами с мочеиспусканием, необходимостью всю жизнь принимать гормональную терапию. И, конечно, психологические травмы. В некоторых случаях врачи с родителями выбирают для человека не тот пол. Анестезия, кстати, тоже достаточно рискованная вещь, особенно для маленьких детей и младенцев. В редких случаях интерсекс-детям действительно бывает нужна медицинская помощь, и в таких случаях, конечно, ребенку нужно оказать медицинскую помощь. Мы говорим лишь о косметических операциях, для проведения которых нет никакой медицинской необходимости. Часто от интерсекс-людей скрывают правду об их телах и о проведенных им медицинских вмешательствах. Обычно для их же блага. Но ни один человек не может быть счастлив, когда от него скрывают что-то о его же теле, когда его лишают выбора относительно его же собственного тела. Даже если от ребенка все вскроют, он все равно будет чувствовать, что что-то не то, что от него что-то скрывают, что его как-то пытаются исправить. А если ребенка будут принимать, если он будет знать правду о себе, если он будет знать, что он абсолютно нормален, что интерсекс-людей на свете много, если он будет знаком с другими интерсекс-людьми, то он будет счастлив. Стандартной медицинской практикой при интерсекс-вариации нечувствительности к андрогенам является удаление неопустившихся яичек. Хотя новейшие исследования показывают, что подобная операция не нужна и что такого риска рака, каким пугают людей, на самом деле нету. По российским законам ребенок должен давать добровольно информированное согласие на любые медицинские вмешательства с 15 лет. Когда мне было 15 лет, мне сделали операцию без моего добровольного информированного согласия. Если ты интерсекс-человек, твои права человека просто магическим образом исчезают. Именно поэтому интерсекс-сообщество по всему миру выступает против ненужных калечащих операций на интерсекс-детях. Мы выступаем за то, что каждый человек имеет право вырасти и сам решить, что он хочет делать со своим телом. Мы выступаем за то, что если ребенок здоров, то надо оставить его тело таким, какое оно есть. И, кстати, мы, интерсекс-люди, не одни в этой борьбе. В нашей борьбе против ненужных операций на интерсекс-детях нас поддерживают ООН, их комитеты против пыток, комитет по правам ребенка, еще несколько комитетов. Парламентская ассамблея Совета Европы, Совет Европы, Human Rights Watch, Всемирная организация здравоохранения, некоторые хирурги, Агентство Европейского Союза по основным правам, Жакекарские принципы и множество правозащитных организаций по всему миру. Ненужные операции на интерсекс-детях – это известная проблема прав человека. Ненужные операции на интерсекс-детях во многом схожи с женским обрезанием. То есть в обоих случаях по социальным, традиционным, религиозным, каким угодно причинам абсолютно здоровому ребенку делают ненужные калечащие вмешательства. Безусловно, в одном случае это делает профессионал в стерильной медицинской обстановке, а в другой нет. Но итог часто похожий, и проблемы со здоровьем, с которым потом люди сталкиваются в жизни, часто похожи. Также подобные операции часто признаются пытками. Пока что Мальта является единственной страной на свете, где ненужные операции на интерсекс-детях запрещены законом.
А очень важной вещью для нас является добровольно информированное согласие, потому что, получая любое медицинское вмешательство, любую медицинскую услугу, а в том числе косметическую, человек должен полностью осознавать, что ему будут делать, с какой целью, какие могут быть последствия, какие есть риски. Если речь идет о косметической операции, родители не должны решать за ребенка. Ребенок должен вырасти и сам решить, что он хочет делать со своим телом. Каждый врач в свое время дает клятву «не навреди». И, к сожалению, интерсекс-людям врачи часто вредят. Нет ни одного исследования, которое доказывало бы пользу ненужных нормализирующих операций на интерсекс-детях. Нет ни одного исследования, которое доказывало бы риск взросления с нетипичным телом. Но зато есть сотни, тысячи, десятки тысяч интерсекс-людей по всему миру, которые говорят о том, сколько боли и страданий им принесли проведенные им операции, медицинские вмешательства, сокрытие от них правды. Мы всего лишь требуем уважения прав человека, которые у нас уже есть и которые нарушаются. Ведь то, за что мы боремся, очень просто. Каждый человек имеет право знать всю правду о себе и сам решать, что делать со своим телом. Если ребенок здоров, то его надо оставить таким, какой он есть. Воспитывайте ребенка как мальчика или девочку, но не делайте никаких ненужных операций, оставьте его тело таким, какое оно есть. Знайте, что ваш интерсекс-ребенок прекрасен таким, какой он есть, и его тело не надо исправлять. А в описании к видео вы найдете множество полезной информации, ссылок и ресурсов. В следующем видео мы поговорим о том, как лично вы можете помочь интерсекс-сообществу в борьбе за наши права человека. Большое спасибо за просмотр. Поделитесь этим видео в социальных сетях, подпишитесь на наш канал и до скорой встречи.